Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы посмотрим о том, что же нас с вами ждет 1 октября. Поэтому каждый, кто только что включил это видео, обязательно перед тем, как перейти к самому раскладу, задайте себе вопрос, что вы ждете от 1 октября 2021 года. Назовите обязательно свое имя и дату рождения про себя. А мы с вами далее выберем все 5 карт, которые уже есть. Вы должны выбрать только одну карту, которая будет для вас картой дня и картой подсказкой. Поэтому прямо сейчас буквально на секундочке нажмите на паузу и задайте себе вопросом, что вас ждет, какая ваша карта дня 1 октября. Помните ваше имя обязательно и ваше число, месяц и год рождения. А мы с вами прямо сейчас начинаем смотреть, что же у нас будут карты говорить. Видите, 5 карт, вы выбираете для себя одну. Итак, давайте начнем. Что же у нас говорит карта первая? Вот наша первая карта, и у нас это собака. Итак, карта говорит нам о том, что этот день, 1 октября, для тех, кто выбрал карту первую, это у нас собака. Этот день может принести вам встречу с другом, с вашим другом, которому вы доверяете, который знает все ваши секреты, который вам помогает. Это очень важно. Поэтому доверяйте, не бойтесь делиться своими проблемами, ваш друг вам это подскажет. Если мы говорим о делах, то в делах, в работе, в бизнесе сегодня будет акцентирована тема на дружбе, на понятие такое, как доверие, взаимовыгодное сотрудничество. Поэтому, если вам сегодня предлагают сотрудничество, соглашайтесь. Это вам в дальнейшем принесет свои плоды. Итак, первая карта была собака. Теперь давайте посмотрим, что же нас ждет следующая карта. И следующая карта у нас с вами рыба. Рыба у нас, друзья, отвечает за наше внутреннее состояние, за наши внутренние потребности. Поэтому сегодня, 1 октября, кто выбрал вторую карту, это у нас рыба, знаете, что вам нужно уделить особое внимание своей душе, своим душевным потребностям. Поэтому обязательно сегодня слушайте свою интуицию и доверяйте ей. Если вы не знаете, как это делать, начните с этого дня, потому что вы недаром выбрали именно эту карту сегодня. Вы должны научиться работать со своей интуицией. Итак, следующая, друзья, у нас с вами карта. Это, что у нас здесь? Карта письмо. Итак, смотрите, что у нас получается. Сегодня карта вообще письмо предполагает получение какой-либо информации. То есть сегодня у вас могут быть много звонков, может быть много всевозможных контактов, получения, передачи и обработка большого количества информации. Достаточно хорошая карта, но из той информации, которая к вам будет поступать, вам нужно быть мудрыми и находить для себя те или определенные решения. Но все будет идти через поступление бумаги, через получение какой-либо информации. Вот такой для вас будет день. Итак, следующая у нас 4-я карта. Что же она нам говорит? Давайте посмотрим. И здесь у нас карта называется «Ребенок». И смотрите, у нас эта карта отвечает, достаточно хорошая карта. Она говорит нам о том, что в этот день, у нас это 1 октября, мы смотрим, у кого-то начнется новый проект, новое дело. Возможно, вы придете на новую работу, то есть у вас первый день или на собеседование, и знаете о том, что вы будете вовлечены в какое-то новое интересное дело. Но от вас потребуется непредвзятость. И обращаю ваше внимание, вам также нужно будет заботиться о себе и заботиться о том, что происходит вокруг вас. Знаете, вы должны сами сегодня себя оберегать. И с одной стороны, у вас достаточно
интересный, такой вот плодотворный день, а с другой стороны вы должны себя как ребенка оберегать и помогать себе. И, друзья, следующая карта, у нас это последняя, пятая карта, давайте смотреть, и это у нас с вами развилка. О чем эта карта? Говорит о том, что вам нужно будет какое-то принять решение, при этом нужно будет сделать какие-то, привнести изменения в свою жизнь и определиться по какому-то вопросу. При этом этот вопрос или это дело, это может быть далекой давности, это могло быть не вчера, но именно 1 октября это появится в вашей жизни. Также сюда может быть и поездка, и может быть смена, возможно, вы какой-то маршрут решили изменить, все что угодно. То есть развилка, мы находимся на распутье, и от вас нужно принять достаточно важное решение. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, кто выбрал именно пятерочку, то есть пятую карту у нас развилка, старайтесь в вечернее время не ходить одни. Это вот такая вот карта дня для каждого, кто выбрал у нас карты. А теперь давайте мы еще с вами к этим картам, кто выбрал. Так, первая у нас собака, вторая у нас рыба, да, третья у нас письмо, четвертая у нас ребенок, и у нас с вами развилка. Теперь давайте посмотрим, что каждому еще идет подсказка от архангелов. Друзья, пока думала, на каких картах смотреть подсказки и помощь, мне почему-то потянулось взять карты и с подсказками от архангела Михаила. Итак, кто, друзья, выбрал собаку, смотрите, вам какая выпала карта. Карта, которая говорит нам о том, что вам нужно сконцентрироваться на божественном и идеальном здоровье. И обязательно сегодня на протяжении этого дня, 1 октября, обязательно читайте эту молитву. Мы думаем, вы ее видите. Итак, у кого собака, пожалуйста, это ваши сегодня подсказки и помощь от высших сил. Для тех, кто выбрал у нас рыбы, друзья, у нас с вами карта выпала от архангела Михаила: Бог заботится о нас. И вот слова молитвы, которые вы можете произносить сегодня на протяжении всего дня 1 октября. Итак, далее у нас с вами письмо. И сегодня ваша карта от архангела Михаила: впустите в себя правду и действуйте только соответственно. Ваши слова молитвы, друзья, вы видите сейчас на экране. Мы не хотим озвучивать для того, чтобы не тратить ваше время. Так, и теперь следующее, четвертое, для тех, кто выбрал карту ребенок. Ваша подсказка от архангела Михаила: защищайте себя, вот эта карта. И у нас молитва, которую произносите именно сегодня на протяжении всего дня 1 октября. Прямо можете нажать на паузу и перепишите. Так, это был ребенок. Ну и последнее, друзья, у нас с вами, внимание, развилка. И наша карта от архангела Михаила говорит: уделите внимание вашим мечтам. Такая вот красивая карта и молитва. Что ж такое? Вот наша молитва. Мы не озвучиваем молитву, чтобы не тратить ваше время, поэтому, если у вас есть желание, перепишите или запомните. Как вариант, сделайте скрин экрана. Вот такой, друзья, у нас с вами подсказки, такой у нас с вами день на 1 октября. Используйте эту информацию себе во благо и принимайте те решения, которые вы считаете важными и нужными. Мы вам всем желаем прекрасного и чудесного 1 октября.